Друзья, сейчас пойдет речь о том, как менять ремень вариатора на квадроцикле. На примере у нас Bolt Motors Jumbo. Нужно снять левую крышку. Крышка крепится на 15 болтах по кругу. Снизу, сверху. То есть для того, чтобы подобраться, лучше снять подножку. Здесь ничего сложного нет. Значит, я для удобства снял глушитель. Глушитель снимается следующим образом. Откручивается хомут. Под глушителем, под трубой есть один болт на 15. И в задней части также болт есть. Соответственно, их выкручиваете, и глушитель легко снимается. Далее, крышка очень плотно стоит. То есть ее руками будет не снять. Для этого что сделал я? И также снимаете патрубок. Вот этот. Ну, соответственно, хомут только откручиваете, и все. Значит, как крышку я снимал так, чтобы ее не убить. По молотком по ней стучать не очень хорошо. Соответственно, я с обратной стороны квадроцикла взял длинную досочку, уперся вот в эту часть и аккуратненько постучал кувалдочкой. Она немножко отъехала. И также здесь есть такое ребро. Тоже можно подобраться, ну, вот со стороны, например, бака сверху. Можно подобраться, упереться и также ее подстучать. Сильно стучать не надо, она потихонечку сама будет отставать. Соответственно, снимаете крышку. Вот эту вот грязь всю надо вычищать. Здесь вот следы попадала грязь. Соответственно, вот это все нужно вычищать. Что мы видим? Мы видим сам ремень вариатора. Он порядочно изношен. Здесь уже есть немного гари. Вот, для того, чтобы расслабить ремень, потому что так его не снять, нужно найти два паза с резьбой и вставить туда болтики. Болтики желательно, чтобы были с обратной стороны закругленные, чтобы не поцарапать чашу. Соответственно, закручиваете болтики равномерно, и ремень расслабляется. Далее уже снимаете его, и тщательно все нужно вычистить. Если у вас вот в этом квадрике были забиты пазы для резьбы, ее пришлось промывать. И я промывал ВДшкой. После ВДшки обязательно используйте очиститель дисков. Он хорошо сушит и убирает смазку, потому что в этой чаше не должно быть никакой смазки, масла там и так далее, потому что будет тогда некорректно работать. Мы взяли Дайка HPX 2233. На самом деле ремень очень хороший, он из недорогих бюджетных ремней, достаточно хороший. То есть он полностью подходит, он чуть-чуть другого размера, но это не страшно. То есть на скорость не влияет. Для того, чтобы корректно установить ремень, у него есть стрелки. Вот обязательно используйте стрелки как бы для того, чтобы корректно поставить ремень. Также нужно обязательно прочистить все каналы, промыть и заново надеть ремень. Так, друзья, после того, как вы все продули,
можно воспользоваться очистителем тормозов. Он убирает все масла с чаш вариатора. Дальше, чтобы поставить ремень обратно, болты у нас скручены, соответственно, чашка расслаблена. Одеваете на одну сторону вариатора ремень, и далее легким движением натягиваете на вторую чашку. Соответственно, чтобы он натянулся, нужно обратно выкрутить болты и прокрутить вариатор по часовой стрелке таким образом. Болты используются с резьбой М6. Далее прокручивается вариатор и он натянут. Установка крышки вариатора. Вот такие. Друзья, накручиваем крышку крест-накрест, чтобы она плотно встала. После того, как наживили все болты, затягивать лучше вручную. Но крышка должна стоять плотно, чтобы туда не попадала вода. Промазал небольшим слоем герметика крышку, тем самым создал максимальную вакуумность для вариатора. Сильно не надо, потому что придется все равно потом снимать.